Привет! Тема здесь такая. Если у вас непонятные отношения, качели, либо любовный треугольник, ставить точку, либо продолжать работать над отношениями. Что будет между вами дальше? Давайте сделаем коротенький экспресс. Такие расклады можно смотреть и читать часто, потому что мысли мужчины ваши меняются об отношениях постоянно, каждый день. Так что это только на пользу, чтобы лучше и глубже понять себя и его. Здесь у меня разделенная колода. Это лиловые и вишневые сумерки. И здесь мы посмотрим, как влияют на мужчину его окружение на вишневых, на темных картах. Вот я уже вижу, дно колоды было метла. Они магически влияют. На мужчине может быть или приворот, что самое страшное, да? Привороженный он может быть, либо же большой негатив. Его окружение очень негативное, оно его не поддерживает, не верит в него, не хочет ему счастья, хоть и многие в его окружении не знают, что не хотят ему счастья, делают ему плохо. Но это плохая карта. Говорит о том, что что-то не так с его окружением. Здесь как его окружение на него влияет. Здесь это ваша пара. Здесь у нас мужчина и женщина есть, и в этой колоде, кстати, тоже есть. На лиловых сумерках мы посмотрим вашу пару, диагностику, как будут меняться отношения, поставить точку или продолжать и так далее. Здесь есть две пары, поэтому если вы себе загадаете женщину с розой или в пеньюаре, его загадаете мужчину с розой или с голым торсом, обнаженным, можно сказать, голым, некрасивое слово, извините. Тогда мы очень глубоко здесь просмотрим треугольник, с кем он может остаться. Я никогда не делаю окончательно, с кем он останется, например. Это уже базарное гадание, девочки, потому что будущее многовариантно. И возможно по разной дорожке пойти. Гадание всегда показывает предположительно самую лучшую для вас дорожку, да. И нужно знать, что общие расклады мои, они равнозначны заказанным за большие или маленькие деньги. Абсолютно равнозначны. Потому что мои общие расклады, вы вылавливаете свои моменты, отсеиваете, берете то, что вам нужно, что резонирует, что вам поможет в будущем. А то, что не поможет, просто отбрасывайте. Вот и все. И поэтому это гадание равнозначно. Я слышу, некоторые коллеги берут $1000 за час. Это вообще необыкновенно, да? Ну, а я делаю все в общем доступе, все для всех. Могла бы тоже делить свою энергию между заказанными и общими, но этого не делаю. Потому что здесь выкладываюсь полностью. Итак, в начале его окружения это сумерки у нас с вами. Лиловые, темные карты показывают его окружение и влияние. Потому что часто на мужчину может повлиять женщина. Да, мужчины очень ведомые, они эмоционально очень слабые, ментально слабые существа. Понимаете, это получается компенсация. Там, где сильная мышца, там слабый ментал. Может быть, но в правильных сильных мышцах сильный и ментал. То есть здесь полярность работает. Если кто знает принцип духовности и принцип эзотерики, это полярность. Полярность притягивается, да? Итак, женский род – это его мать как женщина, или же это его женский род влияет на него сильно, который диктует ему, какая должна быть женщина, что ты мужчина, ты должен быть свободен, женщина должна тебе служить, потому что гроб показывает, что его предки по материнской линии очень сильно влияют на него, и это семейные предки, потому что аист. Женщины несчастные у него по роду, потому что, естественно, гроб, да, которые прожили жизнь зря, то есть не реализовали себя. Не нужно прислуживать мужчине, но это я говорю вам с позиции 21 века, эра Водолея, когда я делаю ченнелинг эры Водолея, так мне такое идет послание. Но вы можете любить и патриархат, вы хозяин-барин, вы выбираете, и то, и другое хорошо, и никто вас не осуждает ни за что. Но предки вас толкают, его предки толкают, что женщина должна, что она обязана, вот, потому что гроб – это предки. А также, может быть, у него кто-то из родственников болен, и у него много времени отнимает, нужно лекарства купить. Видите,
Карта коса. Очень сильно влияют предки, очень негативно. А карта коса, это на нем просто есть магическое воздействие на этом мужчине. Поэтому, может, у вас и треугольник, или качели, теперь все понятно. А карта кольцо. У некоторых он женат. Если он женат, давайте спросим, кто на него влияет. Да его собственный эгоизм влияет. Если он женат, он сам должен сделать выбор, и он хочет и на двух стульях усидеть, потому что карта Солнца показывает, что на него, в принципе, никто не влияет. Он может говорить: ой, там на меня то, другое влияет, но это гаслайтинг делает он, да. На него, в принципе, никто не влияет, потому что карта Солнца говорит о его внутреннем эгоизме, если он женат. А если здесь не идет речь о треугольнике, то на него очень сильно влияют предки. И вообще даже на тех, кто в треугольнике, в качелях, на мужчину очень сильно влияют его предки. Да, как сказала девочки, так и есть. Это карта предков, карта книга. Книга, гроб, женщина, женская линия. По женской линии очень сильно на него влияют предки. Очень сильно. Просто он ведомый, он сам не знает, что он делает часто. Может, мать ему внушила, что должен мужчина, что должна женщина, и какая женщина не может угодить ей как невестка. Но это, в общем, классика, да? Дом. Вот смотрите, домашняя на него очень сильно влияет. Семья домашняя – это повтор. Да, и даже, может быть, мать со злости, потому что так хочет мальчика удержать своего у себя. И вот эта злость на других женщин, она у нее родовая. Эта мать не знает, не ведает, не знает, что делает. У нее это родовая злость на всех женщин его мальчика. И она может даже делать магическое воздействие по знанию или незнанию. Оба случая возможны. Но звезды — это еще раз книга, звезды, гроб. Это все вот его родовые корни. Очень сильно на него влияет. У него характер, он унаследовал по роду. Характер у него не сахар, прямо скажем. И может ли он изменить что-то? Ну, мы будем видеть, конечно, да. Но главное, что вы должны знать, что он ведомый, он сам не ведает, что он делает. Если он ссорится с вами, если до сих пор в треугольнике не может решиться на то, что вам давно обещал, если третьи лица так сильно на него влияют, что он от них зависит. Я пока эту колоду отложу, потому что мне нужно больше поля, я буду делать сигнификацию, да, то есть диагностику вас как пары. Это вы пара на момент. Мужчина и женщина – это он, господин, вы госпожа. И вы пара на момент. Вот здесь на этих картах это лиловые сумерки. Они покажут, что сейчас между вами. Но пока я карты перемешиваю, я вот смотрю на предыдущий расклад, какое у него влияние, кто влияет и как. Но я не вижу, что хоть кто-то на него положительно влияет, да. Влияет сильно его род, его семья. Ну, а есть, и я дам такой вариант, потому что Солнце и Кольцо, если он мужчина в треугольнике с вами, он сам знает, что он делает. Он знает, что он делает. Он хочет и вас, эту женщину, другую тоже. Он хочет быть падишахом, можно сказать, да. Ну, это, конечно, не смешно, девочки, но давайте немножко легче будем к этому относиться, потому что мужчину нужно ставить на место. Мужчина должен достойно себя вести. О, смотрите. С одной стороны гадалка, с другой стороны крест. Ничего, вот это да. Ну ничего, не волнуйтесь, да, ничего, не волнуйтесь. Девочки, ну у некоторых проиграется, что мужчина болен. Гадалка говорит, он болен. Или ментально, или характер плохой очень. Болезненно воспринимает реальность. Живет в иллюзорном мире, болезненно воспринимает реальность. Он больной мужчина. Вы вышли буквально сразу, и между вами карта птицы. Видите? Заберу все карты другие, чтобы вы поняли лучше. Вот, смотрите, это вы, вот здесь. Это он, а между вами общение. Вам нужно общаться, вам нужно разговаривать. Вам нужно найти общий язык обязательно. Мужчина либо тяжелый по характеру, либо на него очень сильно влияет его род. Когда выходит крест и гроб одновременно, я бы сказала, что его род просто тяготеет. Он, ну, вот как его двоюродный дедушка или родной, так же поступает. Он вообще не живет своей жизнью. Мужчина подвержен влиянию, на нем какой-то может быть приворот, на нем может быть негативное воздействие очень сильное. Хочу сказать, что мир не без темной энергии, и негативное воздействие всегда есть. Его просто нужно уметь с ним работать, его нужно уметь отвергать, нужно уметь говорить заговоры, нужно уметь себя защищать. Этот мужчина не умеет себя защищать, он такой эгоист, видит только себя.
Потому что карта крест говорит, что негативное воздействие на нем очень серьезное. А он того не ведает, он думает, что нет ничего. Если вы даже ему скажете, что мне кажется, что на тебя кто-то воздействует, он будет смеяться вам в лицо. А гадалка говорит, что он просто замагиченный весь замагиченный. На него влияет его вот характерное поведение, такое ДНК эмоциональное, ментальное из его рода. А это было не лучшее поведение мужчин у него в роду, не лучшее поведение. Но я еще больше о нем карт возьму. Между вами должна связь быть, общение. Вы должны договориться, найти общий язык, потому что карта птицы была перед вашей диагностикой. У вас хорошие карты. Так что и с ним, или без него вы все равно будете счастливы, да? Помните, есть в каком-то фильме такое есть: «Буду счастлива с тобой или без тебя, все равно буду счастлива», и это о вас. Или с ним, многие с ним останутся, некоторые найдут себе новое счастье, но вы-то счастливы обязательно будете. Сад – это гармония, это в обществе, где вы есть, во всем мире есть тысячи мужчин, которые вам подойдут лучше, чем он, и вы их полюбите, и они вас. И заметили, что аисты повторяются. Когда карта повторяется, это место силы. Аисты повторяются и говорят о том, что у вас будут очень серьезные перемены в личной жизни. Перемены в сторону плюс. Потому что аист – это когда люди вьют гнездо, когда создают свой дом. Вы будете с мужчиной или с этим, или встретите другого. У разного по-разному, у всех людей по-разному проиграется. Но то, что факт будет прекрасное общение с мужчиной, будет общий дом, и вы будете счастливы, это 100%. Вы будете счастливы с ним или без него. Он не обязательно будет счастлив, у него тяжесть на сердце. Чтобы ему стать счастливым, ему очень много кармы нужно отработать. Но отрабатывается карма обычно на ритуалах, я бы сказала, да. Но во всяком случае крест, и он смотрит на крест. Это говорит о том, что он может болеть. Гадалку я оставлю, это очень важная карта. Очень-очень важная, она правду говорит. Это карта откровения. И сейчас мы здесь еще выложим с вами, посмотрим вашу пару. Итак, уйдут ли эти качели, если вы себя в качелях нашли? Опять карта общения вышла. Видите, та же самая, что и раньше. Та же самая карта общения. Качели точно уйдут, если вы наладите связь друг с другом. Коммуникация наладится. Коммуникация должна наладиться. Он выйдет на связь, если не писал, напишет. Птица – это общение, конечно. Это встречи или же свидание, или же это переписка. Это карта развилка. Я еще раз повторяюсь, на мужчине есть приворот. Карта развилка. Сделано что-то. Там, где дороги сходятся на развилке, там сходятся энергии. И там самая сильная магия получается. На мужчине есть какая-то магия. Магия давно, магия наследственная может быть, потому что якорь. Магия, может, его бывшая сделала или его мать. Люди, которые с ним очень связаны. Карта якорь. Но он вас любит в любом случае. Вот смотрите, эти наговоры вам очень хотят помешать. Третьи лица имеют свой интерес. Свекровь или мать, если вы еще не женаты, его мать имеет свой интерес, потому что она хочет отстоять. Она хочет из сына сделать своего мужчину. Это ужасно, это нужно лечить, это ментальная болезнь. Из сына невозможно сделать своего мужчину, да. Но это у нас у всех, у девочек, у кого мальчики есть такая ментальная болезнь небольшая. У меня она тоже была в свое время, да. Я думала, что я знаю лучше, что моему сыну нужно. И сделала много, накосячила много тоже. Так что я о себе говорю, не подумайте, что я кого-то обижаю. Но если вы меня услышите, вы себе очень поможете. Вы начнете, мамочка, да, сыночка, вы начнете жить шикарной своей жизнью, дадите сыну распоряжаться своей судьбой. Нельзя никому мешать судьбу менять. Это грех. Особенно мать сыну 100% часто меняет судьбу. По незнанию от большой любви. И он может остаться один, если будете мешать. Он выбирает свою женщину, он знает, кого выбирать. Он любит, и нужно уважать его выбор, да, такая вещь. А здесь карта башня вышла, чтобы он не остался сам, чтобы у него была любовь. Мать или бывшие должны его отпустить, дать ему свободу, жить своей жизнью. Те, кто мешает жить другим, отнимают у них свободу, те не живут своей жизнью. Еще одна карта место силы. Здесь уже два места силы, и причем очень хорошие карты. Это были аисты, перемены в лучшую в личной жизни. Это будет у вас и у него. Обязательно будут перемены к лучшему. То, что я говорю, что он унаследовал тяжелую карму, это не значит, что он не может быть счастливый. И карта дом дважды вышла.
То есть в доме будет счастье, уйдет одиночество. Уйдет одиночество. Сейчас, может, некоторые, кто меня смотрит, чувствуют себя одинокими в своем доме. Уйдет одиночество и будет счастье в доме обязательно. Еще могу сказать, что раз на нем есть приворот, скорее всего, у некоторых так проиграется, девочки. Дайте время, можно сделать ритуал, да, он не должен быть задействован мужчина. У меня есть ритуалы, все в свободном доступе, я денег не беру ни за какую работу. Так что можете обратиться на мой канал «Чистки и защиты», можно сделать ритуал на освобождение от негатива. Может, я здесь в конце сделаю небольшой ритуал. Давайте так и сделаем. В конце сделаю небольшой ритуал, чтобы его очистить, потому что здесь я вижу, что ему нужно. Я не знаю, девочки, или вам нужны ритуалы в конце видео. Я не знаю, вы дайте мне знать, потому что мне важно, чтобы видео вам помогали. Это моя цель, вам помочь. Это самая возвышенная цель, помогать моим уважаемым подписчикам. Конечно, подписывайтесь, девочки, это все для вас. Это ваш родной эзотерический дом. Здесь для вас духовная помощь. И ничего не стоит подписка. Просто будете чувствовать родными на моем себе канале. Итак, мы загадали с вами. В пеньюаре женщина, это вы или она, если треугольник или качели. С розой женщина, здесь две женщины. Мужчина с розой и мужчина с таким сексуальным торсом. Загадывайте себе. Если вы четырехугольники, можно тоже загадать. А я смотрю диагностику состояния вашего, да? Ставить ли вам точку, я скажу в конце, когда буду делать вывод. Тогда и скажу, ставить ли вам точку. Вот одна женщина уже есть в пеньюаре. Смотрит на лесу. Кто-то, какая-то женщина хитрит. Хитрит, и вот развилка повторилась, карта. Это тоже место указывает, серьезно гадалка говорит. Развилка повторилась. Это говорит о том, что какая-то женщина могла, и причем леса это тоже негатив, могла сделать, конечно, приворот или окружает негативом. Да. Лиса была последняя карта, потом и с розой женщина сразу, и крест. Не хочу вас пугать, но кто-то и на вас мог сделать негатив, потому что роза и крест. Вот смотрите. Но это зависит от того, какую женщину вы выбрали, да. Я просто говорю, я здесь нейтрально читаю карты, я не беру ничью сторону, ни в кого в треугольнике я не беру сторону, вообще никто не имеет права свечку держать. Могут смотреть любые партии, любые из 4 сторон. Мужчина в маске ходит, думает только о сексе. У многих девочки так проиграется. К сожалению, это нормально для мужчин. К сожалению, да, потому что они осеменители такие, о май гад. Что делать с этим? Думает только о сексе и носит маски. Те маски надевает, которые ему выгодны. И думает только о сексе. Сейчас я буду искать еще мужчину с розой, да? Видно ли вам? Сейчас посмотрю. Ну, вроде видно. Ищем мужчину с розой. И карты покажут. Все скажут, все покажут. А вот вывод даже во сне может присниться, или вы потом себе решите. Мужчина с розой. Аисты 3-й раз вышли. 3 колоды или нормально взяла специально, чтобы, если будет место силы, чтобы вам больше информации получить. Птицы вышли опять 3-й раз. Вот у меня, кстати, такое впервые, чтобы 3-й раз. Очевидно, нужно делать больше раскладов из 3 колод. Птицы вышли 3 раза. С мужчиной наладится контакт. У очень многих проиграется, что вы с ним наладите контакт. 3 раза выходят аисты. 3 раза выходят аисты. С мужчиной возможно продолжение отношений. Точку не ставьте. Ни в коем случае. Ни в коем случае, девочки, не ставим точку. Okay? Ни в коем случае. Продолжаем с мужчиной отношения. Я знаю, что вам этот крест очень тяжело нести, потому что у вас за спиной карта крест. Видите здесь, если это вы выбрали себя с розой. Тяжело вам очень этот крест нести, но я хочу сказать, что не ставьте точку, не принимайте скоропостижных решений, потому что мужчина этот вас очень заинтересован. Он носит маски, потому что боится вас обидеть, не хочет скандалов, не хочет разборок. Он хочет для себя комфортной жизни. Да?
Но на связь он выйдет. Если у вас был вопрос, выйдет ли он на связь он выйдет. И будут перемены в лучшую сторону. Вы найдете возможность жить друг друга мирно. Если вы спрашиваете, выберет ли он вас или ее, я бы сказала, что у некоторых пар, вот здесь я говорила, проиграется, что он хочет, ту и другую любит, но по-своему, по-разному обоих. У некоторых проиграется, да. У многих проиграется, выберет вас, потому что он все время смотрит на карту, что он хочет с вами сделать гнездо, хочет с вами создать семью, если у вас еще нет семьи, да. Или если есть семья, он хочет ее укрепить. Девочки, смотрим, отсеиваем ненужную для себя информацию, берем нужную для себя информацию и знаем, что карты, они говорят правду, и самое лучшее обязательно сбудется. Сейчас я вижу, что на мужчине может быть или приворот, или с глаз серьезный негатив. Поэтому я сделаю небольшой ритуал прямо здесь, но если у вас есть желание получить больше ритуальной помощи, у меня канал Колена чистки и защиты дает огромную помощь. И ничего не нужно платить, ни за что не нужно платить. У меня на сайте, кстати, можно приобрести подписку на ритуалы, оплата одноразовая, а вы платите только потому, что нет монетизации, то есть нет перерыва на рекламу. Да? Если у кого-то есть желание получить подписку, обращайтесь на мой сайт. Зачем монетизация? Ну, вы знаете, что ритуалы должны быть оплачены, моя энергетика израсходуется, поэтому вы не платите, а есть меценаты, которые за вас платят, то есть рекламодатели. Уважайте, пожалуйста, эти правила, и все будет хорошо. И любая моя чистка для вас сработает. Ну, такой закон Вселенной. А я скажу, все хорошее пусть остается, а все плохое пусть уходит. Пусть он снимает маски, пусть он наконец откроет свое лицо, пусть он будет верный вам, пусть уходит тяжесть из ваших отношений. Пусть вы будете счастливы, пусть всякие недоброжелатели исчезнут из вашей жизни и освободят вас. Развилка 3 раза. Будем делать ритуал. Пусть уходят любые недоброжелатели. Девочки, давайте возьмем вот эту пару, да, смотрите друг на друга. Вообще в картах Ленорман нужно смотреть друг на друга, да, как карта срабатывает. Вот это ваше место силы. А здесь хочу сказать лиловые сумерки, да. Пусть все плохое уходит, а все хорошее остается и приумножается. Пусть все плохое уходит. Ну, гадалку я положу назад, но она хорошая, конечно. А хорошее остается и приумножается. Вот вы, вот ваш стабильный дом и любовь между вами. Вы стабильный дом и любовь между вами. Хорошие карты какие, да? А теперь вот это влияние на него. Сейчас тоже посмотрим карты, чтобы освободить его от вредного влияния. Пусть все плохое уходит, а все хорошее остается. И пусть никто никогда не влияет на ваши отношения. Вы и он, вы пара, и вы вольны решать, как вам захочется. Пусть мечта сбывается, пусть звезда – это мечта, кольцо – это его обязательства, которые он выполнит, книга – это вы друг другу посудите. Так сделаем. Здесь можно сделать скриншот, если есть желание, потому что я очень давно уже делаю такую практику, да, это называется энергооберег. Это то, что вы здесь видите, автоматически чистит вас от негатива и привлекает любовь и изобилие, достаток в вашу жизнь. А я сейчас оставлю на минутку это, чтобы вы могли сделать скриншот или сами попросили высших сил для себя того, чего вы для себя желаете. И я перейду на небольшой отжиг негатива сделаю, да, со свечой обязательно, чтобы отжечь негатив. И я тоже скажу заклинание, заговор или аффирмация, или молитва. Кто как хочет, так называет. Идея та же. Для того, чтобы вы повторили за мной, если есть желание, и очистили себя, и очистили его от любого негативного влияния, порчи с глаза или проклятия. И я хочу сказать, что расклад показал, диагностика на вишневых сумерках, что, скорее всего, на него очень сильно влияют какие-то родовые трагедии прошлых жизней, да, где у него в роду. Прошлая жизнь имеется в виду его родовая душа. Вот это ДНК родовое, где его в родовой душе, то есть в прошлых жизнях его рода, происходили какие-то трагические события. И мужчины либо были убиты на войне, либо же они не любили своих жен, либо же
женщины были одиноки. Но что-то такое было в его родовой истории, что как-то преломило его отношение к женщине, как в целом. И это сильно влияет на него. Он хороший человек, видно, он добрый, хороший человек, но он сам не владеет своим умом, сказать, да, и сердцем. И вот это негативное влияние родовое мы будем с вами отжигать, чтобы сильные духи рода помогли ему и вам быть вместе. Переходите, пожалуйста, сейчас просто подождите, я возьму свечу и сделаю для вас такой отжиг негатива и заговор скажу. Всех люблю одинаково, обожаю. Огромное специальное спасибо всем спонсорам, которые делают возможным то, что я работаю только в общем доступе. Заказывайте уроки Ленорман, если хотите у меня учиться, у меня очень классные уроки. Старайтесь не подсматривать у других людей. Если у вас есть желание учиться, нужно учиться официально, потому что это хорошая карма, понимаете, да? Учитель сделал уроки, это будет приличнее. А я делаю расклады для тех, кто только для себя смотрит. Да? Для моих учеников есть мои уроки. Переход на мой сайт для уроков есть в описании каждого видео. Всем воздушный поцелуй, обнимашки. И я сейчас пойду, возьму все атрибуты и начну делать для вас отжиг. Перед вами здесь 2 свечи. Я сейчас заговорю эти 2 свечи на любовь и благополучие в вашей паре. Портрет мужчины и ваш портрет. Можно себе представить его как наяву и себя, нарисовать портрет с него и себя и позволить этим символам, то есть энергетике портрета, побывать на этой чистке. И чистка вам поможет, избавит вас от негатива, защитит вашу пару. Между вами кольцо. Кольцо притянет его к вам, а вас к нему. А также кольцо позволит ему понять, что с вами он будет счастлив, и позволит вам понять, что с ним вы будете счастливы. А также эти 2 свечи – это хранители его рода с его стороны, с левой стороны, и хранители вашего рода с правой стороны, которые сейчас во время этого ритуала, во время этой чистки и защиты от негатива охраняет ваши отношения, посылает вам взаимопонимание, любовь, заботу, чуткое отношение друг к другу. Я призываю хранителя вашего рода на защиту ваших отношений от любого негатива. А также я прошу хранителей вашего рода позаботиться о том, чтобы он и вы говорили друг другу только ласковые слова, чтобы от него и от вас шли только добрые энергетики, взаимопонимания, любви, страсти, конечно, страсти. И самое главное, чтобы он и вы были дороги друг для друга на всю жизнь. Кольцо это, оно символ обещания. Теперь через эту чистку мужчина возьмет обязательства и обещание выполнит. Он возьмет ответственность за свои слова, за свои поступки относительно вас. Он будет к вам благородно относиться и будет вас страстно любить. А также, если на вашей паре есть какой-то негатив, который мог передаться вам по наследству или от злых людей, по их знанию или незнанию, сейчас здесь можно сказать заговор. Это заговор, который вас защитит от негатива. Сейчас представьте себе свою пару, опустите плечи, почувствуйте свое дыхание спокойно, расслабьте веки и послушайте, что я скажу. Если на вашей паре есть негатив и какие-то злые люди послали вам негатив, мы сейчас с вами попросим высших сил, чтобы они отдали им зло. И мы скажем: враг, человек, который негативит, живи своей жизнью, возьми свое зло назад. И если ты посылал яд в сторону меня или в сторону тех, кто меня сейчас слышит, моих слушателей, сейчас это ваше время. Пусть свой яд он заберет назад. Зло свое возьми, враг, зло свое возьми. Мужчину моего мне верни. Враг, зло свое возьми назад. Мужчину моего мне верни. Он навеки мне судьбой предназначен. Мужчину мне моего верни. Он навеки мне судьбой предназначен. Зло свое забери. Мужчину мне верни. Мне он навеки судьбой предназначен.
И еще хочу сказать еще один заговор. Чужая воля, мужчину моего отпусти, ко мне возврати, любовь и счастье в дом верни. И если чужая воля влияла на него, это могли быть третьи лица или обстоятельства какие-то, можно сказать, такой заговор, он сработает. Чужая воля, мужчину моего отпусти, мне его возврати, любовь и счастье в дом верни. Чужая воля теперь отпускает вас, отходит, а я прошу высшие силы, мужчину к вам вернут, любовь и счастье в дом войдут. Высшие силы мужчину вам вернут, любовь и счастье в дом войдут. Высшие силы любовь и счастье вам вернут, любовь и счастье в дом войдут. Сейчас можно представить себе его и вас в счастливом доме, благополучном доме или квартире, как вы милуетесь, любуетесь, как вы ласкаетесь, как вы ласково с друг другом разговариваете, как вы понимаете взаимопонимание между вами, да? Угу. Если у кого-то была любовь приворотная, если мужчину приворожил кто-то, и иногда расклады показывают приворот, я хочу здесь сказать заговор, и он поможет тем, кто чувствует, что есть приворот на их мужчине. Пусть утекает любовь приворотная, пусть огонь отжигает любовь приворотную. Пусть любовь приворотная оставит сердце и душу мужчины. Святые силы, спасите и помогите. Святые силы, спасите и помогите. 2 свечи. От одной свечи зажженные, одним огнем вскормленные, одним ветром обдуваемые. Соедините воедино любящие сердца. А теперь я благодарю высшие силы самого Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня слышит, от любого негатива, а также исцеление любовных отношений тех, кто меня сейчас слышит. Если была любовь приворотная, приворот отменяется, делается отворот. А слова отворота вы можете вместе со мной повторить или просто послушать. Чужая воля, мужчину моего отпусти. Высшие силы, ко мне мужчину возврати. Любовь и счастье в дом верни. Высшая сила, ко мне мужчину возврати. Любовь и счастье в дом верни. Высшая сила, ко мне мужчину возврати. Любовь и счастье в дом верни. И мужчина останется с чистыми помыслами. Чистые помыслы мужчины останутся. Чистым доброе сердце будет. Чистыми полное сердце мужчины будет. Добрыми помыслами его голова будет наполнена. А сейчас я еще скажу один заговор. Это заговор на свечу. Отжиг негатива, обратка врагу, откат врагу, потому что откат, еще раз повторяюсь, кто не знает, по законам Вселенной делаем не мы, откат происходит сам по себе, потому что это не ваш негатив, это негатив другого человека, и всегда подобное притягивает подобное. Не волнуйтесь об обратке, об откате, это не делаем мы с вами. А мы с вами защищаемся от негатива, потому что призываем на помощь высшей силы, ваших ангелов-хранителей и спасителей. Гори огнем то, что любимого связало. Сгорай дотла то, что его от меня тянет. Ну вот вся эта связь негативная, вся эта пуповина такая негативная, которая могла влиять на вашего мужчину, она теперь полностью отменяется. Гори огнем все, что любимого связало. Сгорай дотла все, что его от меня оттянуло. И пусть между нами будет любовь так, как угодно высшим силам. Но а враги, зло свое забирайте, яд свой выпивайте, мужчину мне
моего возвращайте. Он навеки мой, судьбой предназначенный. Сейчас время разрывается, и то, что было в прошлом, полностью уходит. Я попрошу высшие силы разорвать время и уберечь ваши отношения. Я прошу высшие силы разорвать время и уберечь ваши отношения от любого негатива. Чужая воля, отпусти моего мужчину. Вы можете повторять своими словами или вместе со мной. Чужая воля, отпусти моего мужчину. Высшая сила, возврати любовь и счастье, дом верни. Ну вот. Это очень светлый заговор. Я работник света, кто не знает меня еще, да. Этот заговор всегда будет вам помогать. Он всегда будет защищать вас от любого негатива, оберегать вашу пару. И если вы почувствуете, что вы теряете энергию, или ваш мужчина как-то не своими словами говорит, не своим голосом, кто ему навязал эти слова, кто ему навязал эти мысли, даже не важно, кто навязал, не беспокойтесь об этом, потому что высшие силы всегда дают автоматически обратку. Главное, чтобы вот вы сказали заговор, который вас защитит и сделает вас еще сильнее парой. То есть очистить его нужно, да? Сказать заговор можно внутренним голосом, и на него обязательно нужно смотреть при этом. Если у вас нет возможности сейчас посмотреть в глаза вашего мужчины, используйте эту карту Ленорман. Она заговоренная, как ваш мужчина. Угу. Так что все будет хорошо. Высшая сила, ко мне возврати любовь и счастье. В дом верни моего мужчину. Это я говорю для вас, вы говорите то же самое своими словами, да? Ну вот, а я благодарю Творца, высшей силы, ваших ангелов, хранителей, защитников, хранителей вашего рода, за защиту, исцеление, чистку, за то, что дают нам благополучие, любовь, достаток, счастье. И будет так отныне и во веки веков, потому что дело наше сильное, дело наше правое. Я сейчас хочу сказать, можно посидеть вам, просто расслабиться, немножко отдохнуть. Желательно не есть никакой еды 20 минут после ритуала, а пить воду можно сразу. Ритуал сработает сразу, но если вы принесете или он принесет из внешнего мира какой-то новый негатив, можно ритуал повторить. И вам это ничего не стоит, потому что у меня вся работа для всех в свободном доступе. А я хочу сказать, что всем моим слушателям любимым я желаю счастья. Я желаю процветания вашей паре. И всегда помогу вам, потому что у меня есть опыт работать с ритуальными силами, а также у меня есть опыт со светлой магией, потому что я делаю только церковную светлую магию, напоминаю, кто не знает. Поэтому делать мои ритуалы можно столько, сколько угодно. И если я не упоминаю в ритуале, что привязано к какой-то фазе Луны, не привязаны мои ритуалы к фазе Луны. Их можно делать тогда, когда вам это нужно. Если, например, вам нужна сегодня помощь, не нужно ждать там новолуния или полнолуния, это неправильно. Если сегодня нужна помощь, нужно сразу ее получить. Поэтому практически все мои ритуалы, включая этот ритуал, не привязаны к фазам Луны. А я вам всем желаю благословения, желаю благополучия, любви и счастья. Увидимся с вами на следующих ритуалах. Только тогда, когда вам это понадобится, или когда вы захотите с другом провести время. Всем добра!